где ты опять спряталась? Эй, ты тут? Ну что ты туда залезла? Я ищу тебя везде, давай, слезай вниз. Нет. Чего ты? Слезай. Не. Кажется, у меня есть то, что тебе очень понравится. Ну, если, конечно, ты хочешь ее взять, то придется след. Ой, какая же ты быстро. Пойдем тогда. Давай сыграем и прочим. Обождем до утра. Я не хочу спать. Что тебе поможет в этом? Ты обещал дать мне вкусняшек. И ты их уже съела. Я хочу еще. Ладно, еще так еще. Ну вот, как я обещал. Эй, я принес что-то просила, а ты опять прячешься. Я тут. И как тебе это удается? Ну что, думаю, к отцу тебе уже говорил, что ты находишься на базе сопротивления. Так что для тебя это не новость. Но слушай продолжение. Как таковой власти тут нет, но и анархии мы развиваться не позволяем. За все отвечают две касты. Военные и жрецы. Что-то вроде классов. Жрецы – это хранители знаний. Занимаются хранением книг и работой с ними. Военные отвечают за оборону. Членом касты становишься раз и на всю жизнь. Сам выбираешь, как сознательный возраст стукнет. Сейчас мы находимся на половине касты жрецов. Ибо ты тут не просто так. У тебя будет дело с Марком. Половине? То есть вы все поделили? Да, кое-как да поделили. Честно тебе скажу, что хороших отношений между кастами не было никогда. Особенно при зарождении. Ибо кто хотел делать акцент на оборону, а кто пекся, что молодежь читать и писать не умеет. Какое-то время даже враждовали. Чуть до бойни не доходило, когда сферы влияния делили. Каждый хотел кусок побольше. Но в итоге поделили пополам и свободному передвижению договорились не мешать. Ибо беспорядков нам не надо. Вообще, обе стороны правы. А вы к кому относитесь? К военным? Да, но у меня все в ладах со жрецами, и в особенности с к отцу. То есть мы на половине умных? И здесь множество библиотек? Вполне хватает. Тут свои научные центры стоят. Кустарные, но все же. Иногда даже приходится работать вместе при, скажем, разработке нового оружия или лекарств. Кстати, насчет умных. Не вздумай такое в совете ляпнуть. Может, жрецы и одобрят, но военные тебя не так поймут. Совет? О, кого я вижу, как жизнь, мастер Гетман. Да как обычно, кроме вот этого. Ух ты. А вот и ты, как там? Да, вроде все хорошо, спасибо. Так, Марк, у тебя к нему дело? Да. Слушай, дружище, нам придется ненадолго отойти. Это важно. К отцу просил. Хорошо.
Ой, извини, я даже не представился. Меня Марков зовут. Твое имя мне известно, и все к нему прилегающее. Можешь не говорить. Хорошо. И чем вы тут занимаетесь? Так, во-первых, можешь обращаться ко мне на «ты», ибо я не такое уж и официальное лицо. И во-вторых, я что-то типа исследователя, провожу тесты и анализы артефактов, также шарю в технике. Так вы, выходит, жрец? Я? Жрец? Да ты шо? Какой там жрец? Странное, конечно, обозначение хранителя знаний. Звучит как бородатый старикан. Может, только если формально. Кстати, откуда ты знаешь? Мне Роман рассказывал. Ой, фиг их пойми, что можно, что нельзя. Давай-ка лучше всю информацию по полкам буду выкладывать они же. А? Меня тобой так запутали, не то, не это. Но все же, почему меня так все боятся? Говорю же, это... Давай лучше займемся делом. А что нужно? Ложись на ту кушетку. Скоро мы выйдем к дороге. Осталось совсем немного. А куда нам так торопиться, Агафонич? Может это, перекурчик устроим? До рассвета время еще есть. Вот там и перекуришь. А это нас хозяева деревни встречают уже? Нет, и это не хороший знак. Шутки в сторону. Чеслав, тебе куда понесло? Ты не слышал? Слышал. И что? Ну и правильно. Пока перед носом не выпрыгнет, все в норме. Ты точно хочешь ему доверить наш поход? Мне кажется, он проложил нам маршрут на тот свет, а мы изначально шли не туда. Я просто надеюсь, что он знает, что делает. Знает, что делает. Может, и нам расскажет. Слышь, Чеслав, по каким маршрутам ты нас ведешь? По маршруту, что выложил твой ПДА, было большое скопление аномалий. А с чего ты взял, что твой маршрут гораздо безопаснее? Мне не нужны электронные карты. Я полагаюсь на свои глаза. А, Да расслабься, ничего страшного не будет, дыши ровно. А? Это нормально, не обращай внимания, лежи и кайфуй. Не стоит нам тут оставаться надолго. Скоро мы соберемся и пойдем дальше. а куда мы так торопимся? Может, тут и останемся до темна? Такая нервная работа. Да мы и не напрягались особо. Ой, только этого не надо, а? Сколько интересной литературы. Хозяева явно были ценителями. Ну и что тут интересного? Записки юного врача, отцы и дети. О, мертвые души. Это про нас. Снаружи вроде тихо.
Скоро местные жители дадут о себе знать. Ты про что? Ты просто не выходи, и цел будешь. Тебе это сейчас явно не глаза нашептали. Простые и очевидные вещи для меня, но непостижимые для простых обитателей данного мира. Ага, именно так я все себе и представлял. Напророчили. Слышь, вот я хер знает, как ты сейчас это сделал. Но давай ты также пошлешь то, что там сейчас завыло туда, откуда оно раздалось. Просто потушите свечи, моим не интересно. Им нужны наши свечи? Они их привлекают. Опуская все подробности, скажу, что проведя все возможные тесты и исследования, я не обнаружил никаких выделяющихся свойств. Никаких химических, термо- или электросвойств и так далее мне засечь не удалось. От себя же скажу, что это бесполезная поприкушка, которую я бы выкинул, честно говоря. Нет, этого не может быть. Ты точно все экспертизы провел? Абсолютно. Только вскрытие осталось. Но вы сами сказали, что нельзя его повреждать. Нельзя. Видимо, только Матвею и известно, что этот предмет из себя представляет. Так, а что насчет его самого? Я просил тебя и Матвея протестировать. Да-да, конечно. С ним все гораздо интересней. Все функции организма работают отлично, что одновременно очень странно и интригующе. Зная, что он попал под пси-шторм, что выжигает нервную систему дотла. Ха, нет, это просто поразительно. Что там у тебя? Я заметил очень важную деталь. В его организме есть следы критических повреждений, что должны привести к смерти. Но складывается впечатление, что его организм сначала умер, а потом сам восстановился с нуля. Даже нервные клетки будто научились делиться и устранять проблемы. Не, это просто поразительно. Ни одно из известных мне живых существ так не может. Поспокойнее. Держи себя в руках. Все то, что происходит тут, должно тут и остаться. Все тесты были проведены? Ну, осталось только вскрытие. Я тоже так подумала. И не стал. Я очень боюсь, как бы эта информация в любом виде не просочилась в совет. Это их однозначно заинтересует. Так вы же сами из совета. Неужели вы не можете хоть как-то повлиять? Увы, нет. Я очень боюсь, что, узнав о его способностях, совет может закинуть его в одну из самых страшных авантюр, о которой мы оба прекрасно знаем. Но это же безумие. Оттуда никто не возвращался. Да там на подходах уже голову выламывать начинает. Как он туда пойдет? Об этом придется уже думать нам, а не совету. Нужно заранее разработать план, куда можно спрятать Матвея так, чтобы он был в нашей досягаемости, но в то же время недосягаем для остальных. А такое место вообще существует? Придется найти. Иного пути у нас не будет, ибо он сгинет там просто впустую, как и все смельчаки до него. Здравствуй, Мария. Мы все очень долго ждали твоего рождения на свет. Кто здесь? Не нужно бояться моего голоса.
За ним не скрывается ничего опасного. Кто вы? Моя натура и важность меркнет на фоне тебя. Ты та самая избранная, что мы так долго ждали. Какое счастье, что ты жива, и все с тобой в порядке. Я не понимаю. Ничего, я тебя понимаю. Тебе отведена очень важная роль. Так кто вы? Мое имя Аврора. Тебя зовут Мария, я знаю. У вас что-то случилось? Не у меня, у нас у всех. И ты можешь нам помочь? Как? Узнаешь. Береги себя. Это самое главное. И жди.